Здравствуйте, добро пожаловать в наш зоопарк. Здравствуйте! Как здесь красиво! Я первый раз у вас. Очень рады вас видеть. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Я приехала из Санкт-Петербурга. Очень приятно, Анна. Меня зовут Иван. Спасибо, Иван. Здесь так много животных. Да, у нас более 100 видов животных. Какие животные нравятся посетителям больше всего? Гости очень любят жирафов и слонов. Вот как раз слева вольер с жирафами. Они такие красивые и высокие. Как их зовут? Наши жирафы Миша и Катя. Им нравятся посетители? Да, они очень любопытные и дружелюбные. Можно их кормить? Да, но только специальной едой, которую мы даем. Это здорово. Какие еще любимые животные? Львы тоже популярны, особенно наш лев Борис. Я люблю львов. Он часто выходит к людям. Чаще всего утром и вечером. Днем он любит спать. Понятно. А дети любят каких зверей? Дети часто радуются обезьянам и пингвинам. О, я тоже люблю пингвинов. У вас их много? У нас 5 пингвинов, они очень милые. Когда их можно увидеть поближе? В 15:00 мы их кормим, и они очень активные тогда. Спасибо. А какое самое старое животное здесь? Самая старая, слониха Маша, ей 48 лет. Вау, такая взрослая. Она добрая? Очень. Маша любит, когда ей приносят яблоки. Спасибо большое за рассказ. Было очень интересно. Пожалуйста, Анна, хорошей прогулки вам по зоопарку. Как красиво здесь. Я обожаю ярмарки с детства. Да, атмосфера очень веселая. Ты часто ходила на ярмарки? В детстве я ходила с родителями почти каждое лето. Особенно любила сахарную вату. А ты? Я тоже. Сахарная вата – да мой любимый сладкий вкус. Еще я катался на карусели с братом. О, карусели всегда казались мне очень быстрыми. Мне нравилось смотреть на яркие огни вокруг. Я помню, играл в игры, чтобы выиграть мягкие игрушки. Ты когда-нибудь выигрывал? Да, несколько раз. У меня до сих пор есть плюшевый мишка. О, это мило. Я всегда хотела выиграть игрушку, но не получалось. Может, сегодня попробуешь снова? Здесь много разных аттракционов, посмотри вокруг. Да, столько красочных палаток и запах свежего попкорна. Я помню, как зимой ходили на ярмарку в Санкт-Петербурге. На зимней ярмарке там всегда весело и людно. Да, и горячий чай из самовара. Очень вкусно. В детстве у нас в Ярославле были маленькие ярмарки. Я катался на лошадях, это было чудо. Я никогда не каталась на лошадях на ярмарке. Но однажды мы всей семьей катались на большом колесе. Колесо обозрения – самая лучшая часть ярмарки. С него открывается красивый вид на город. Да, особенно вечером, когда огни загораются повсюду. Моя мама всегда брала фотоаппарат, чтобы снимать нас. У меня тоже много старых фотографий с друзьями. Я рад, что такие ярмарки до сих пор есть. Да, приятно иногда вернуться в детство. Иногда маленькие радости самые ценные. Согласен, может, купим шарики на память? Здравствуйте, моя машина что-то странно работает. Здравствуйте, покажите, пожалуйста, где проблема.
Вот, под капотом что-то шумит иногда. Давайте я посмотрю. Так, открою капот. Когда последний раз делали техосмотр? В прошлом году, в мае, я из Москвы, не нашла сервис здесь. Понятно. Как часто вы меняете масло? Обычно раз в год. Это правильно? Лучше менять масло каждые 10 тысяч километров. Спасибо, буду знать. А фильтры тоже важно менять? Да, масляный и воздушный фильтры очень важны. А когда последний раз вы их меняли? Сейчас посмотрю в системе. Фильтр не меняли 2 года. Пожалуйста, замените фильтр и масло. Конечно. А тормозные колодки проверяли недавно? Нет, не проверяла. Нужно смотреть? Лучше проверить. Безопасность очень важна. Спасибо, вы проверите тормоза сегодня? Да, после масла и фильтра проверю тормоза. Отлично. Сколько времени займет обслуживание? Примерно час-полтора. Можно подождать здесь. У вас уютно. Здесь всегда так чисто. Спасибо. Мы стараемся, чтобы клиентам было приятно. Можно посмотреть машину, когда вы работаете. Да, стойте рядом, только не трогайте детали руками. Я поняла, спасибо. А машина очень старая? Нет, обычная. Главное, хороший уход. Буду стараться ухаживать лучше. Вы всегда советуете клиентам? Конечно, важно соблюдать минимальный уход за машиной. Спасибо за советы. Можно записаться на следующий раз. Да, давайте запишу вас. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Спасибо за помощь и доброту. Пожалуйста, Анна, рад помочь. Приезжайте еще. Здравствуйте, Иван. Как у вас красиво в саду. Здравствуйте, Мария. Спасибо, рад вас видеть. Вы так хорошо ухаживаете за растениями. Спасибо. Я люблю работать в саду каждый день. Мне тоже хочется сделать красивый сад. Но у меня мало опыта. Какие растения лучше выбрать? Для начала подойдут неприхотливые цветы. Например, бегонии и петунии очень просты. Интересно. А за ними нужно много ухаживать? Нет, немного. Их нужно поливать и иногда удобрять. У меня есть только время утром. Этого достаточно? Да, поливать утром – хороший выбор для растений. А как насчет комнатных растений? Фиалки и сансевиерии очень просты для дома. Сансевиери – это тещин язык? Да, верно. Ее редко нужно поливать. Их легко найти в магазине? Да, их продают почти везде в Новосибирске. Спасибо. А какие кустарники не требуют много внимания? Сирень и спирея растут сами по себе почти без ухода. Сирень пахнет очень приятно весной. Да, у меня здесь 2 сирени. Скоро будут цвести. А можно посадить их рядом с окнами? Конечно. Главное посадить их на солнце. Я попробую весной. А трава какая самая простая? Обычная газонная трава неприхотлива. Ее тоже нужно поливать каждый день. Не обязательно. Раз в 3 дня достаточно. Спасибо за советы. Уже хочется начать. Если нужна помощь, обращайтесь, я помогу. Спасибо, Иван. Очень приятно с вами говорить. Мне тоже приятно, Мария. Хорошего дня. Вам тоже хорошего дня и удачи с вашим садом. Оля, ты часто покупаешь что-то в интернете? Да, Дима, довольно часто. А ты? Я тоже. Мне нравится, что это удобно.
Да, можно выбрать все, что угодно, не выходя из дома. Точно. Особенно зимой приятно не гулять по магазинам. Мне нравится экономить время, не надо стоять в очереди. И выбор гораздо больше, чем в обычном магазине. Да, интернет-магазины часто делают скидки. Я люблю искать скидки и акции. Это весело. Но бывают и минусы. Иногда сложно выбрать размер. Я однажды заказала платье, но оно было мало. У меня было похожее. Кроссовки пришли не по размеру. Возвращать покупки часто неудобно, долго ждать. Да, а еще иногда товар отличается от фотографии. Я поэтому стараюсь читать отзывы перед покупкой. Я тоже. Отзывы помогают понять, хороший ли магазин. А как ты платишь? Картой или наличными при получении? Обычно картой онлайн. А ты? Я по-разному стараюсь выбирать безопасную оплату. Бабушка из Питера всегда боится платить картой в интернете. Это понятно. Старшее поколение не доверяет новым технологиям. А мне нравится, что все можно получить прямо домой. Иногда доставка быстрая, иногда ждать неделю приходится. Когда ждешь, время тянется медленно, но интересно. А ты когда-нибудь заказывала продукты онлайн? Один раз. Было удобно. Мне принесли все к дверям. Я тоже пользовался этим сервисом зимой. Очень удобно. Наши родители такого не имели. Удобное время сейчас. Согласен. Интересно, что будет через 10 лет. Наверное, все будет доставляться с помощью дрона. Это было бы здорово. Можно не выходить из дома совсем. Но иногда все-таки приятно сходить в магазин пешком. Да, пешие прогулки полезны, а покупки – повод выйти. Привет, Анна. Рад тебя видеть. Привет, Иван. Как твои дела сегодня? Все хорошо. Я хотел с тобой поговорить. О чем ты хочешь поговорить? Я недавно начал заниматься медитацией. Правда? Это интересно. Почему ты начал? У меня была тревога и легкая депрессия. Медитация мне очень помогла. Как она помогает тебе? Я чувствую спокойствие после занятий. Мои мысли становятся яснее и проще. Сколько времени ты медитируешь каждый день? По 10-15 минут утром, иногда и вечером. Это сложно. Медитировать? Сначала было непривычно, но потом легче. И как ты учился медитировать? Смотрел видео и читал статьи в интернете. Какая поза для медитации у тебя удобнее? Я сижу на коврике с прямой спиной. Ты используешь музыку или тишину? Чаще всего полная тишина мне так нравится. Ты чувствуешь изменения в настроении? Да, я стал меньше волноваться и больше улыбаться. У тебя есть любимая техника медитации? Я люблю дыхательные упражнения. Можешь объяснить, как делать это упражнение? Конечно, просто медленно вдыхай и выдыхай. Считай до 4 на вдохе и на выдохе. Понятно, спасибо. Я попробую сегодня вечером. Это здорово, надеюсь, тебе понравится. Ты думаешь, медитация всем может помочь? Я думаю, да. Главное – регулярность. Спасибо за советы, Иван. Ты меня вдохновил. Очень рад, Анна. Если что, обращайся за поддержкой. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я ваш кинезиотерапевт. Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, расскажите, что вас беспокоит сегодня. У меня болит спина, особенно после долгого сидения. Вы много сидите на работе или дома? Да, я работаю в офисе за компьютером по 8 часов. Понимаю. Как часто вы делаете перерывы? Я редко встаю, иногда только на обед. Это довольно часто встречается. Спина устает быстро. Долгое сидение может вызывать боли и напряжение. Да, я заметила, что вечером боль усиливается. Ваша рабочая поза тоже очень важна. Иногда я сутулюсь и скрещиваю ноги. Лучше сидеть прямо, спина у опоры, ноги на полу. Спасибо, я попробую так сидеть. Также полезно вставать каждый час, делать разминку. Можно ли делать упражнения прямо на работе? Конечно, простые упражнения очень помогают. Можете показать несколько примеров? С удовольствием. Например, повороты корпуса. Еще можно делать наклоны вперед, назад и в стороны. А как долго надо их выполнять? Достаточно от 3 до 5 минут каждый час. Это несложно, попробую начать с этого. Еще советую растягивать шею и плечи. Я часто чувствую напряжение в плечах. Это тоже из-за долгого сидения и работы за столом. Спасибо, Сергей, очень полезная информация. Пожалуйста, Анна, всегда рад помочь. Приходите, если возникнут вопросы или новые боли. Обязательно, большое спасибо за консультацию. Желаю вам хорошего дня и здоровья. Спасибо, всего доброго. Доброе утро. Чем могу вам помочь сегодня? Доброе утро. Я ищу что-то вкусное к чаю. У нас сегодня свежие пирожки и булочки. Здорово. Какие пирожки самые популярные весной? Весной все любят пирожки с капустой и яйцом. Также часто покупают слойки с яблоками. А летом что берут чаще всего? Летом у нас вишневые пирожки разбирают очень быстро. Прохладный кефир тоже пользуется спросом летом. Интересно, я люблю все с вишней. А осенью какой хлеб лучше всего продается? Осенью обычно покупают ржаной хлеб и багеты. С тыквой выпечка осенью тоже популярна. Мне нравится хлеб с семечками. Он есть сейчас? Да, только что испекли. Хотите попробовать? Да, пожалуйста. А зимой? Какие сладости выбирают чаще зимой? Зимой любят пряники, медовые булочки, кексы. Горячий чай с пирожными часто заказывают. Я часто беру у вас пирожные зимой. Я это помню, вы всегда улыбаетесь при покупке. Спасибо. А сегодня что бы вы мне порекомендовали? Сегодня теплые булочки с маком, специально к чаю. Хорошо, дайте мне 2 булочки с маком. И 1 пирожок с вишней, пожалуйста. Сейчас принесу. Вам упаковать все вместе? Да, пожалуйста, пусть будет вместе. Вот ваш заказ. Хлеб с семечками, булочки, пирожок. Может, хотите что-то к чаю еще? Нет, спасибо, этого достаточно. Очень приятно. Спасибо за покупку. Хорошего вам дня и приятного чая. Спасибо вам. До свидания. Оля, ты помнишь, как мы любили читать в детстве? Да, Сергей, у меня всегда была книга под рукой. Я тоже. Думаю, для детей это очень важно. Согласна. Книги учат нас мечтать и думать. Когда Миша был маленьким, мы читали ему сказки. Он очень любил истории про животных.
особенно рассказы Корнея Чуковского. Да, Муха-цокотуха и Айболит, его любимые. Я помню, как он смеялся над смешными героями. А помнишь, как он пытался читать сам? Он очень гордился, когда смог прочитать книгу целиком. Чтение развивает воображение и помогает учиться. Это правда и обогащает словарный запас. Я часто вижу, что современные дети мало читают. Да, они больше смотрят телевизор или играют в телефоне. Нам важно показывать хороший пример. Думаешь, если мы читаем, дети тоже будут читать? Конечно, родители – главный пример для детей. Я стараюсь каждый вечер немного почитать. Иногда беру любимый роман или журнал. Я больше люблю исторические книги. Мне тоже нравятся настоящие бумажные книги. Запах новых страниц напоминает детство. Сергей, а у тебя есть любимая детская книга? Да, Денискины рассказы Виктора Драгунского. Замечательная книга, очень добрая и смешная. Хорошо, что у нас есть большая домашняя библиотека. Да, книги делают дом уютнее и теплее. Я рад, что у наших детей есть выбор книг. Я иногда читаю им вслух, им это нравится. А ты пробовала слушать аудиокниги? Пару раз слушала, но мне больше нравится читать. Согласен, пусть дети растут среди книг и историй. Здравствуйте, Марина, я вижу у вас новые панели. Здравствуйте, Виктор. Да, мы поставили солнечные панели. Очень интересно. Это недавно сделали? Да, установили на прошлой неделе. Они хорошо работают? Есть уже электропитание? Да, вчера мы уже использовали солнечное электричество. Здорово. Сколько панелей у вас на крыше? У нас 8 панелей, хватит для дома. Это дорого было поставить. Довольно дорого, но есть субсидии от города. В нашем районе дают субсидии. Я не знал. Да, нужно подать заявку в мэрию Москвы. Спасибо за информацию, это очень полезно. Пожалуйста, если хотите, могу дать контакты фирмы. Спасибо, буду очень признателен. Установка заняла всего 2 дня. А что было самым сложным в установке? Наверное, поднять панели на крышу. Но рабочие были очень аккуратны и вежливы. Это радует. Они все сделали чисто? Да, после работы все убрали, оставили порядок. Спасибо, Марина. Мне нравится подход. Вам стоит подумать о солнечных панелях тоже. Я тоже об этом думаю. Это хорошая идея. Еще мы теперь экономим на электричестве. Приятно слышать. Сколько можно сэкономить за месяц? Примерно 1000 рублей. Все зависит от погоды. Вот это да, это ощутимо. Да, особенно летом, когда много солнца. Я расскажу жене, может, тоже захотим такие панели. Обязательно. Если будут вопросы, спрашивайте. Спасибо, Марина. Вы очень помогли. Рада помочь, Виктор. Хорошего дня. И вам хорошего дня.